Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшняя наша с вами встреча посвящена мыслям, чувствам, планам, возможным действиям загаданного человека. Расклад Таро на мужчину, на загаданного партнера, на отношения. И по традиции мы начнем с того, что происходит между вами, какие силы управляют или влияют на ваши отношения, в какой ситуации вы находитесь здесь и сейчас в этих отношениях, и что происходит в поле, да? А потом перейдем к мыслям, чувствам, планам и действиям. Итак, башня. Башня — это говорит о том, что ваши отношения действительно значимы для вас. Вы не можете просто так бросить эти отношения. Возможно, мужчина для вас важен, возможно, женщина для вас важна. Минимум на этого партнера можно, в принципе, и равняться, да, или он может быть ориентиром для вас. То есть эти отношения значимы. Мужчина здесь может быть высокий, статный, такой сильный, крепкий. Вот. Женщина тоже может быть стройная, красивая, такая прям красавица. Но эти отношения, они действительно, можно так сказать, выглядят эффектно, да, и стоит как бы за них держаться, как минимум. Они могут быть и образцом, в принципе, да, но здесь больше о значимости этих отношений. Они значат для вас что-то, и может быть даже больше, чем что-то. Идет переписка, идет общение, идет налаживание контакта. Как минимум эти две карты в прошлом, общение с этим человеком для вас что-то значило. Или что-то значит, или вы хотели, чтобы вы значили для него хоть что-то, да? Или друг для друга что-то значили, окей? Сейчас Луна, то есть вы не можете понять, что происходит. Вы не можете разобраться ни в его чувствах, ни в своих чувствах. Больше здесь женщина не может разобраться как минимум в чувствах своих, и партнера в том числе. Если вдруг верите в магию и смотрите с точки зрения магии, мистики и чувствуете, что она как присутствует в раскладе, вообще не в раскладе, да, а в ваших отношениях, то может быть здесь как минимум пустота, может быть еще. И сейчас вы не можете понять в этой пустоте, это магия, это мистика, это судьба, это значит для вас, не значит. Продолжать эти отношения или нет. Продолжать общение. Возможно, вы находитесь в такой стадии, где непонятно, вам первый или первому проявлять инициативу или нет, да, в этих отношениях. Может быть, допустим, такая ситуация, что один из партнеров разорвал общение, и теперь второй думает, а мне первому написать или нет. Да, здесь все про информацию идет книга. Но я вам так скажу, ваши отношения еще не закончены в этом раскладе. Они имеют некую перспективу, но как минимум здесь нужно понимать, можете ли вы и хотите ли вы продолжать общение с ним или с ней, да, книга. Но еще что-то недописано в ваших отношениях, и как минимум такое чувство у вас должно быть. Луна, помните о том, что Луна — это всегда чувство. Окей. И здесь актуально и для мужчины, и для женщины расклад. Мужчина может иметь ориентир на женщину, виды на женщину, да. Женщина должна принимать решения. Может ли здесь быть соперница? К сожалению, да. К сожалению, да. Здесь есть женщина в конце, и здесь например, вы как женщина можете подозревать мужчину не в измене, а если у него женщина вообще, да. То есть для вас как факт измены он не обязателен, да, может быть, и он вас не особо может и трогать, да, а вообще есть ли женщина, да, вы, может быть, просто думаете, а есть ли у него кто-то еще, да. Давайте посмотрим, что эти отношения могут значить для вас или для него. Вы уже сами определяетесь, для кого, для вас или для него. Что эти отношения значат? Для вас это может быть преданность. Как минимум, если вы как партнер не можете бросить и отпустить или выйти из этих отношений. И смотрите, если вы на него загадывали, тут преданность, прям собака выпадает. Давайте так скажем. Собака — это еще хороший друг, то есть это неплохая карта, да, то есть это и крепкая дружба.
Это крепкая дружба. Окей. Какая информация, какую информацию вы предчувствуете прямо сейчас? Почему говорю о предчувствиях? Здесь пустота Луны, да, обложка и пустая карта. Поэтому вот информация и предчувствие. Какую информацию вы предчувствуете? Давайте разбираться. Какую информацию вы предчувствуете? Это скрытая информация, но эта информация касается мужчины. Поэтому мужчины, если вы мужчины смотрите, да, этот расклад, то эта информация касается о вас, ну, о себе. Можете ли вы предчувствовать соперника? Здесь тоже может быть. И здесь что-то скрытое. Рыба — это всегда какая-то скрытая информация. То есть, ну, глубинная информация. И это информация интуиции. Вот та, что интуиция вам подсказывает, то, что подсказывает вам интуиция, вот то вы и откроете для себя. Хорошо, давайте посмотрим, что спрятано за этой луной. Что таится за луной. Ключ к решению проблем. Ну, смотрите, ну, вот эта луна, она здесь даже если как магия, или как мистика, или как чувство, оно вам дано для того, чтобы вы открыли какую-то тайну. То есть, ну, тайна в чем, да, или что скрывается за луной? Возможности. У вас есть возможность, ключ, то есть вы можете это сделать. И, скорее всего, и от вас зависит это все решение в этих отношениях. То есть решать, скорее всего, ну, скорее вам. Но мы посмотрим, наверное, еще у кого ключи. Ключи здесь ближе к мужчине, в принципе, да. Хорошо, какое знание вам должно открыться? Именно знание, что вы должны узнать совсем скоро. Ну, смотрите, здесь надежность. И если вы подозреваете мужчину в неверности, ну, наверное, вряд ли вам стоит это делать. Мужчина должен быть, ну, может здесь, скорее всего, быть верен вам, да. И вообще вам должна открыться информация о верности, о надежности, о фундаментальности даже этих отношений. Можно ли на этого человека опираться, положиться, да, доверять ему можно ли. И все это в ваших руках. То есть, ну, у меня такое ощущение, что здесь женщина мужчине не доверяет до конца, мужчина женщине не доверяет, да. И вас терзают смутные сомнения по поводу надежности или благонадежности этого партнера. Что с этой женщиной? Просто вот давайте спросим. Ну вот луна опять, видите. Смотрите, мужчина, эта женщина может быть такой ведьмочкой, колдуньей. Ну, выпала на нее луна. Но эта женщина, еще я вам так скажу, это для мужчин пока говорю. Эта женщина на вас может отказывать не только чары, но еще и может чувствовать вас своим сердцем и душой. Здесь прям луна, это всегда интуиция, знание, видите, здесь. Поэтому, мужчины, если вы прям что-то темните, эта женщина вас чувствует и, ну, давайте я так скажу, интуитивно считывает вас информацию и определяет, врете вы, ну, обманываете вы ее или нет. Ведь сердце не обманешь, знаете такое, да, и вот она вас прям чувствует, врете или нет. Женщины. Эта женщина может быть скрыта у мужчины, и мужчина может скрывать здесь, к сожалению. Да, он может быть надежен 100 раз, но вам эта информация может открыться. То есть какая-то женщина за спиной тайно скрыта все равно, и она оказывает влияние. Магическое, вербальное. Ну, больше тут вербальное, да. Ну, магию мы не можем исключить. Все-таки луны здесь есть. Вот, и как минимум она, знаете, выбрасывает этого мужчину как якорь на берег из отношений, да, то есть, может быть, мужчина чувствует себя одиноким или не на месте на своем, да, вот особенно если мужчина нестабилен, и, ну, вот якорь — это стабильная карта, да, а если он вот не на корабле, да, и не в порту, а где-то вот на берегу Тихого океана или какого-то необитаемого острова, ну, это он не там находится, где ему нужно находиться, правда ведь? Ну, вот такое вот интро, да, и вот такая ситуация. А вы напишите, пожалуйста, как у вас это, насколько где кто, да. Особенно здесь интересна позиция преданность, собака, да, и якорь, да. Ну, а о женщине можно написать, какая интересная позиция: луна, женщина и луна ключ. У меня почему-то такое ощущение, что ключ в женской магии, да, здесь как минимум в центре ключ и магия, и женщина здесь под луной, но и ключ в стабильности мужчины. Мужчина как бы нестабилен, да. Окей. Давайте посмотрим.
насколько преданы его взгляды. Вот представьте себе, что есть взгляды, да, вот точки зрения или позиции вашего партнера. Насколько они преданы. Или насколько он предан вам, ваш партнер. Ну, паж Пентаклей немножко наивная карта, но она дружественная. Давайте так скажем. Он предан вам, этот мужчина, женщина, на уровне хорошего друга. То есть, ну, всецело доверять ему, наверное, будет наивно или ей. Но в каких-то таких тонких моментах чувств ему можно доверять. Может быть, материально ему не стоит доверять пока что еще. Почему? Потому что книга в будущем, знания в будущем и материя в будущем. А вот чувствами довериться можно. Можно там вот о чем-то таком сокровенном поговорить, да, пообщаться. С этим человеком можно. Окей, давайте теперь посмотрим. Вот что именно думает мужчина о вас сейчас, в эту минуту. И здесь пустота, у него хаотичные мысли, или вообще пытается не думать, да, вот не думай о ней, не думай, или лучше не думать об этом, да, или мысли путаются. Ну, это, в принципе, знаете, как говорится, обои рябое, да, поэтому я скажу вам так. Он либо не думает, либо не может собрать свои мысли сейчас. Да, действительно, сила влияния Луны здесь имеет свой ключ. Давайте посмотрим, а как он видит, в чем он видит ключик к вашему сердцу или к вашим отношениям? В чем для него этот ключ? В чем для него этот ключ? Ну, здесь королева Пентаклей. Ну, во-первых, здесь может быть материализм, да, и ключ к отношениям есть стабильность в финансовой сфере. Но имейте в виду, ключ к отношениям еще и заботливая женщина, которая спокойна. Козерог — это не очень спокойная женщина, имейте в виду, не всегда. И где-то для него ключ в отношениях, где женщина контролирует материальное, но при этом нету беспокойства некого, да, то есть мужчина при этом спокоен, или партнер при этом спокоен. Поэтому ключом к этим отношениям есть спокойное отношение к материальному бытию, к быту. И вот здесь вот может быть такое, что один из партнеров к быту не готов. Или готов, но как бы готовится, но очень сильно беспокоится. А также ключом к отношениям может быть женщина зодиака. Козерог чистый, это чистый козерог. Также дева и телец. Поэтому сравнивайте свою женщину, себя как женщину и свою соперницу. Потому что если здесь есть соперница, она тут как-то скрывается, то у нее тоже могут быть ключи от этих отношений. И они имеют достаточно большой вес в плане денег, в плане возможностей влиять на партнера. Ну и в плане того, где, на каком и на чем берегу он бросит свой якорь. Понимаете, да? Окей. Давайте посмотрим. Вот это уже немножечко будущее, да? Вот как будут меняться его чувства к вам или ее чувства к вам. Он не может, и она не может вас, ни он, ни она не может от вас отстать, забыть, отпустить. И, это такие чувства теплые, чувства любви, чувство немножко ностальгии, воспоминания. Этот человек не может вас ни забыть, ни отпустить, ни расстаться. Эта карта у нас недавно выпадала на раскладе. Можете посмотреть пару предыдущих моих раскладов, и вы найдете там эту карту. Может быть, она вам уже перекликалась. Давайте так. Его чувства, теплые чувства к вам не поменяются. А вот они здесь, в этой карте. Пажи Пентаклей, да. И знаете, вот опять отсылка к ребенку. Что здесь ребенок, что здесь паж Пентаклей, это такие доверительные отношения. Ребенка к матери или дочери к отцу. То есть вот, это доверительные отношения. Поэтому он как доверял вам, в принципе, вот что-то такое, оно небольшое, но оно важное для него. Так он это и доверяет. И будет доверять, да. То есть его чувства к вам, они не поменяются, да. Планы могут поменяться. Вот давайте посмотрим, что он планирует, мы немножко позже посмотрим. Мы просто подкрались с вами незаметно, как говорится, да. Подкрались к этой скрытой женщине. Давайте посмотрим, что у этой женщины
скрытой женщины, в скрытых планах. Но вы можете посмотреть больше на партнера, да, потому что это может быть соперницей, а мужчины могут посмотреть на женщину, которую они гадают. Что у этой женщины в скрытых планах? Ну, а на себя, если вы смотрите, да, то можете, что вам планировать. Ну, смотрите, здесь любовь и отношения, да, поэтому он, как мужчина, да, может рассчитывать на отношения там, у соперницы, да, тоже, к сожалению. То есть это двойственные, дуальные отношения. Женщина может планировать, соперница может планировать любовь, взаимность, планировать от продолжения отношений. Ну и вы можете тоже планировать. Здесь такой равносторонний расклад, он гармоничный здесь, да. Здесь нету каких-то перекосов. Да, он сейчас бросил якорь, возможно, не в вашем порту, да, не в вашей гавани, да. Но это не говорит о том, что он вычеркивает вас из списка своих людей, с которыми ключики к душам которых у него уже подобраны, да, он никуда не девается от вас, он здесь. Вот он здесь, в этой карте, он здесь, в этой карте. Он здесь допускает открытое движение. А здесь даже, возможно, какая-то забота, да. Да, путаются у него мысли, да, он может быть заморочен, да. И здесь вот эти мороки, они могут быть. Но женщина его любит. И это, скорее всего, и вы. А если нету соперницы, то это вы и есть на самом деле. Зная о сопернице, но соперница тогда все-таки планирует не отпускать формат, конкурирующий формат с вами, да, отношений. И ну, она как бы не отпускает и его в том числе. Хорошо. Какие у него планы на вас? Вот сегодня, в эту минуту, давайте смотреть. Планы на вас вот здесь посмотрим. Он не хочет вас терять. О сексе, если, да, вот кто смотрит на сексуальную связь, да, если это важно для вас, если это действительно очень важно, у вас с ним связь это энергетическая, и здесь он планирует поддерживать с вами вот вербальную переписку, контакт, то есть действительно он не хочет конфликта, он хочет быть друзьями, он хочет все сохранить, он не хочет это терять. Хорошо это или плохо, для вас это как минимум возможность не потерять полностью этого человека из сферы своего общения, из круга друзей, и из своего мира вы его, ну, по идее, так, если он планирует, то и не потеряете. Но все еще и зависит и от вас, да, тоже, ну или частично. Окей. Давайте спросим. Его возможное действие, несмотря на вот этот потеря мысли, да, вот он не может сконцентрироваться, но вот что он сделает в ближайшее будущее? Да, как он себя будет вести по отношению к вам? Нет, здесь все хорошо, можете не беспокоиться. Туз жезлов, он будет протягивать вам руку свою, то есть направлять свою энергию, свое внимание. Запомните, энергия всегда уходит туда, куда направлено ваше внимание. Вот его внимание направлено на вас. То есть он будет, как минимум, он захочет согреть вас своим теплом и предложить вам что-то новое, да, такое. Он будет продолжать цеплять вас чем-то, да, понимаете. То есть он не сможет просто так вас отпустить в этой ситуации. Но как минимум вот эта собака не даст ему. Вот эти рыбы они ему не дадут. Башня не дает ему. Но даже где-то он может сходить с ума. Незаметно. Он не будет показывать это. Он будет это тщательно скрывать. Да? Окей. Смотрите, что вы, как партнерша, это у вас сейчас будет, можете сделать в этой ситуации, или что вам лучше делать, чем не делать. Лучше делать, чем не делать. Ну, смотрите, здесь выпадает маг, а маг это всегда эго и инициатива. Ну, держите инициативу в своих руках. Вот если он вам протягивает руку, идите навстречу. Пытайтесь манипулировать. Эта карта манипуляционная достаточно. Не призываю магичить, но здесь есть Луна и здесь есть маг. И здесь две Луны. Поэтому, лайт-версии своей магии вы можете использовать. Это не говорит о том, что вы завтра бежите и ставите там ему черный аспид или ей. Но это больше для женщин.
Но какие-то там свои шепотки, свои практики, своя лайт-магия здесь может быть, да, то есть никакой чернухи по белому можно, но это больше белая карта все-таки, это не жрица вам сюда выпала, окей, окей. Что его, вот здесь вот, давайте смотрите, смотрите, якорь, вот что он о вас такое знает, что якорится и не может вас отпустить. Вот чем вы его запустили, да, зацепили, чем вы его зацепили? Вот чем вы его зацепили? Вы знаете, вы человек все-таки козерог, наверное, да, настойчивый, раз. Вы вот такой упертый, сильный, сила, упертость, работоспособность. Смотрите, здесь еще есть деньги. Ну, это монетная карта. Ну, может быть, тут уже смотрите. Если вы в этом человеке полностью уверены, то больше это ваши качества вот такого сильного человека. Вы трудяга, и вы настойчивый и успешный человек, партнер. Ну, особенно женщина, да, здесь. Ну, если вас, мужчины, вы смотрите на себя, да, чем вы зацепили эту женщину, вы обеспеченный мужчина, вы надежный мужчина, вы стабильный мужчина, и вы, наверное, все-таки не жмот по этой карте и можете дать больше. Эта женщина чувствует. И это здесь хорошо для вас и, в принципе, и для нее. То есть это хорошее качество, это очень хорошая такая карта. Она здесь изображена немножко, да, ну, сложно, да, на самом деле. Но здесь просвечивается ваше золото мужское, да, больше. Окей. Давайте посмотрим еще. Любит ли он, она вас? Любит ли он, она вас? Да, здесь немножко есть мотивы магии. Но я хочу спросить, есть ли здесь любовь настоящая, да, насколько она искренняя, эта любовь? Поскольку она подсвечивается светом луны. Здесь, знаете, какая любовь? Здесь безумная любовь даже. Но она, знаете, в чем ее минус этой безумной любви? Она пронизана страхом потерять, к сожалению. То есть, да, и потерять боится. Восьмерка мечей — это страх пойти туда, где еще не ходил, и страх отпустить что-то. Это обусловленность, ограничение в обусловленности в некой, да. То есть, поэтому, давайте так скажем, настоящая ли это любовь? Она может быть настоящая, но она, к сожалению, с привкусом страха. И там, где есть страх в любви, очень часто бывает так, что, ну, к сожалению, это может приводить к каким-то, ну, непредсказуемым действиям со стороны партнера. Поэтому да, любит, но страх как боится потерять здесь. Но в худшем случае, что здесь может бояться потерять партнер, это выгоду некую, да, к сожалению. То есть имейте это в виду. Окей. Давайте смотреть дальше. Вот как высшие силы видят эту ситуацию, ваши отношения? Что это там? Карма, кармические, да, родственные души, кармический какой-то узел, может быть, что-то с родовыми программами вашими. Это чистая любовь, пламенные близнецы и так далее. Вот как можно охарактеризовать ваши отношения? Ну, здесь могут быть пламенные близнецы. На близнечество намекает вот эти две луны. Слышите, да, две души. Две родственные души и двое пламенных близнецов здесь могут быть. Особенно если мужчина... Ну, здесь мужчина король бубновый выпадает, а тут король жезловый. Но особенно если мужчина самостоятельный, не бедный, обеспеченный, такой волевой, ведет вперед, да, вот такую слабую женщину именно. И больше это вот пламенное близнячество, пламенные близнецы и две родственных души. За родственные души здесь больше говорит две луны, да. Ну и вот они, близнецы, это же все-таки, вот они, близнецы. Мужчина здесь, знаете, он просто так не отпустит. Просто так не отпустит. Да, этот маг выпадал на вас, на женщину, да. Но и мужчина здесь такую хватку имеет, что, может быть, просто женщине стоит где-то поманипулировать им, да, но без фанатизма, да. Хорошо. Сможет ли мужчина здесь как-то влиять на ситуацию, поскольку женского влияния здесь достаточно много? Десятка мечей вряд ли.
Вот против женского влияния здесь мужчина, он бессилен просто. Нету у него сил, нету у него энергии. Вот здесь, там, где компетенция, знаете, вот победить женщину он не может. Может быть, он так воспитан, что, не дави на женщину, да. Хотя он при этом, сильный, да. Он не будет давить. Такое бывает. А может быть, сила женщины здесь, и ваша сила в том числе. И если есть соперница, то она сильнее. Кстати, 2 луны — это может быть очень сильное влияние матери на него здесь. Обратите внимание. И вот, знаете, как часто бывает, что мужчина не может против матери пойти. И слово матери — закон. И часто женщины попадают, вот у меня раскладов таких там за горизонт, да, как говорится, там, из 1000, да, можно сказать, там 10% из 1000. Да, 10% из 1000 это много, да, вот в процентном соотношении. Так вот скажу о чем, что часто бывает такое, что женщина попадает в отношения, где у мужчины есть еще мать, и он как бы с ней не в отношениях. Но вот то, что между ними, очень сильно влияет в конечном итоге на то, что между мамой и сыном, очень сильно влияет в конечном итоге на отношения женщины с загаданным мужчиной. И вот здесь тот самый случай, где может быть вот мама так сказала, и все. И я вот не пойду. Я не перееду, например, или я не поменяю место жительства, или я не поменяю работу, или я там с бывшей буду там продолжать отношения дальше по какой-то причине какого-то формата. И я не пойду на смену формата, да. Понимаете? И это здесь весомая роль. То есть мужчина не имеет силы. И вот опять смотрите, здесь же не думать ни о чем. Как символично карта падает, да, вот в этот вот. Он вам будет делать всякие знаки, он будет вас кружить. И кружить вас вокруг себя, и вокруг вас будет кружиться. Он будет уходить, возвращаться. Он будет плакать, вставать на колени. Он все сделает, чтобы вы были рядом. Но там он ничего не сделает. Это нужно иметь в виду. В этом раскладе это так, к сожалению. А вы напишите, как у вас. Хорошо. Давайте посмотрим теперь. Причиняет ли лично вам какой-то вред третье лицо, если оно тут есть? Именно о вреде мы сейчас посмотрим. Но здесь авторитет, во-первых. Шестерка жезлов всегда об авторитете, об эго. Если вам по барабану, как говорится, что о вас говорят другие, и если ваше эго, и если ваш авторитет может проглотить любые сплетни и обсуждения, то не причиняет вред. Если вы чувствуете, что у вас прямо нету сил, и после общения или информации с той стороны, соперницы, кто бы это ни был, у вас пропадает полностью жизненная сила, а это энергия успеха, да, или энергия творчества, это вообще еще и энергия либидо здесь спрятана. Тогда это может быть вас выбивают энергетически, или энергетически вампирят. Тут уже смотрите по своей ситуации, все-таки расклад общий. А учитывая то, что рядом десятка мечей и 16 башня, если вас аж трясет, вот напишите, меня аж трясет, если то я пойму, что это у вас могут оказывать это негативное влияние, да, на вас другие. Я говорю не о магии даже сейчас, а вообще, насколько вам это вредит. И вы можете тут просто себя проверить, вам по барабану, или, и тогда это классно. Или вам действительно не по барабану, вас вытряхивает, как говорится, и вытряхивает по итогу и его, и вас вытряхивает. Вас на один берег вытряхивает, а его на другой берег вытряхивает. Хорошо. И теперь стоит ли держаться за эти отношения с точки зрения высших сил? Пока что то, что я здесь вижу, я бы сказал, что стоит. Если бы это был ваш личный расклад у меня, я бы вам сказал, пока что держитесь, да, то есть как бы стоит держаться, потому что здесь есть моменты, да, много моментов, за которые стоит цепляться, да, или которые цепляют. Вы напишите мне в комментарии, вас цепляют здесь какие-то моменты или нет. Двойка кубков. Знаете, по-моему, у меня такое ощущение, что здесь любовь. И кто-то любит со страхом потерять,
кто-то любит со страхом потерять. И кто-то не может отпустить. И да, здесь, возможно, кто-то третий влияет, но именно любовью и любовь здесь всем управляет. И если вы сможете бросить вызов своему страху, то, возможно, и всех, кто здесь как-то влияет, вы рано или поздно сможете послать туда, где плавают все посторонние корабли, подальше от вашей цивілізованої любві. Світло вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас, та допомагайте силам світла робити цей світ чистіше та світліше. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.